настоятель Свято-Георгиевского прихода села Георгиевского Кинешемской епархии. Ну, я начал, в общем-то, здесь свое такое активное воцерковление, и как бы здесь проходил послушание, проходил 3 года искуса перед постригом. По поводу, скажем, работы, в данном случае с наркозависимыми, она у нас получилась где-то в период конца 90-х. Сложный период был в стране, и у нас люди разъехались. У нас на приходе осталось только 3 человек. И у нас стал вопрос, как дальше начать свою деятельность такую церковную и развитие какое, на что мы можем опереться. И нам предложили взять на пробу одного наркозависимого, то есть попробовать его здесь, чтобы он вошел внутрь нашего братства, и попробовать с ним начать какую-то совместную жизнь. У нас первый, так сказать, пациент, хотя слово может такое некорректное, да, первый человек, который приехал на реабилитацию, это где-то осень, как раз как сейчас ноябрь, где-то 98-го года. И когда мы познакомились потеснее, что ли, с этим человеком, с его проблемой, поняли, что, в общем-то, ничего страшного нету, можно заниматься, и люди, они же не употребляют, здесь они начинают быть правильными, они начинают и глаза становиться на место, то есть они уже становятся такими, какими, как Бог задумал, то есть они начинают проявляться, проясняться, преображаться. И мы поняли, что дело-то и хорошее, и оно, главное, здесь получается. То есть оно и место соответствует, что здесь уехать так захочешь и сложно. Куда там в магазин сходить, там какие-то другие искушения. Здесь все это ограничено, и поэтому само место располагает. И то, что это церковная жизнь. То есть это важно. То есть мы все-таки старались жить церковно. И человек входил в нашу семью, он делал, как мы делали. И органично как-то все начало получаться. Мы поняли, что очень даже интересный проект, такой интересная тема. Пришли к такому решению, что нужно поизучать опыт все-таки тот, который где-то еще практикуется, то есть где еще применяются эти практики, методики реабилитации наркозависимых. И мы начали, в общем-то, путешествовать, смотреть все эти опыты проведения этой работы. Это касается и нашей внутренней, здесь в России, а больше мы изучали уже и западный опыт. Это была и Германия, это была Америка, это была Италия, Польша. В общем-то, мы постарались понять, что там делается, что, может, у нас не делается. Может быть, или что мы можем себе взять, что, может, это действительно применимо, это важно. В данном случае с этой проблемой наркозависимости. В данном случае мы, изучив этот опыт, изучили другие программы, методологии, и решили как-то это начинать, какие-то вещи применять в своей практике. Активно изучали 12-шаговую программу. Мы, правда, очень хотели ее как-то внедрить в нашу практику. Очень так, потому что она такая, выстроенная, она четкая, она такая во многих методиках, во многих организациях она в действии, то есть она такая если мы в это вошли, если бы у нас получилось, то, мы созвучны стали со многими организациями и прочее. Но когда начали ее ее вводить внутрь нашей жизни, нашего православного братства, как-то она никак не получалась. Хотя тут сейчас споры идут на эту тему, кто-то из священников и делает, может, пытается ее как-то воцерковить. Но наше понимание этой темы, что это невозможно ее воцерковить, она на других принципах выстроена. Все-таки это программа протестантских таких основ. И с православием она как-то очень трудно ее совместить. То есть она не совмещается. Твоей же имя, приближишься гонящим меня беззаконием, а закон же твоего удалишься. Близ есть ты, Господи, все пути твои истина, и сперва познав возродись жалость и смирением высокая, нищетою богатая, Отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога, спасите душу
Поэтому мы поняли, что нужно создавать свою программу, свою методологию. Вот. Чем мы и занялись, в общем-то, то, что занимался вот епископ Мефодий, тут соратники, мы помогали, в общем-то, дело это как-то продвигать. И мы написали эту методологию, написали ее, разрабатывали. Она состоит из 3 этапов. И, ну, такая серьезная работа. Она, в общем-то, была представлена научным кругам, компетентным, кто занимается тоже этой проблемой, людям, которые занимаются наукой, медициной, там, психологией. В общем-то, мы получили обратную такую связь, что, в общем-то, она хорошо написана, хорошо выстроена, и что ее можно, в общем-то, давать и возможность развиваться. Вот это первое у нас издание, которое вышло. По сути, мы вот в нашей этой методологии описали нашу внутреннюю жизнь. То есть, как мы делали, что мы чем занимались, но ввели некоторые такие технологии, как в плане написания письменных заданий, в зависимости от того, какие проблемы мы на данном этапе решаем. Первый этап называется «Прийти в себя», и он как бы созвучен тому, чтобы вот увидеть себя, какой ты есть и где ты находишься. И в духовном, и в физическом, и в психологическом, там, и в социальном. Вот ты, парень, ты приехал, говорит, а где ты? Где ты находишься? И вот разберись в себе. Поэтому вот эти вопросы, которые мы в первом этапе предлагаем, в чем нужно разобраться, они касаются именно вот больше проблематики употребления, то есть как человек себя оправдывал в данном грехе, как он себя вот, ну, внутри обосновывал возможность употребления. Вот он так называется еще в кругах светских отрицание проблемы. Там, вот. Мы тоже так и называем, но в нашем православном понимании это оправдание страсти, оправдание своего порока, своего греха. Ну и там потом пишется и история зависимости, неуправляемость, бессилие, слабость нравственной воли. Вот. И такой блок разбора зависимости, ну, он такой основной и первичный, когда человек, значит, входит в программу. Вот. Но мы не ограничились только разбором вот этой зависимости. Мы ввели задания, касающиеся личности человека. То есть, чтобы человек видел, что он не только наркозависимый, и вот он только в этом вся его проблема. Вот. Поэтому мы ввели задания, касающиеся личностных вопросов, касающиеся духовной жизни, его интересов, увлечений, своего воцерковления. Вот. И эти вот такие задания, мы называем, они такие, знаете, позитивные. То есть они, рассказ больше идет о себе, о своем вот детстве, о своих увлечениях, там, о своих духовных каких-то переживаниях. И это помогает парням все-таки увидеть себя с разных сторон. И многие после вот этих вот даже вот всматривания в себя в прошлое, даже в детство там, или подростком, многие начинали себя, знаете, открывать, что я был такой когда-то, знаете, вот я с папой там на охоту ездил, я там увлекался мотоциклами там, или у меня там были какие-то увлечения там, или дружбу и прочее, прочее. То есть они, это, знаете, наркозависимость, она все это глушит, и человек как бы думает, что больше ничего не было. У нас даже вот такой пример, там был один человек, ну, был серьезно криминальным таким прошлым, и начал употреблять тоже очень давно, там, скажем, с малых лет, ну, с подростковых. И он говорит, я всю жизнь проторчал, я как бы, ну, ничего не делал, я вот только вот такой, мне ничего не получается, я другой жизни не вижу. И вот он постоянно в этой скорлупе находился, пока вот не встретился все-таки с самим собой, вот, все-таки до того употребления. Он как-то вот себя увидел там, и у него так что-то зажглось такое вот хорошенькое. И этот огонечек, он так у него разгорелся, что он сейчас, вот слава Богу, уже он, столько лет уже прошло, он и семья, и все остальное, в общем, стал человеком. Меня зовут Сергей, я из города Краснодара, мне 33 года, я наркоман. Здесь 6-й месяц у меня идет. Да, если честно, это место заменяет многое и дает многое, потому что моя жизнь в употреблении — это такое страшное место, в котором страшно и холодно. Но здесь свет, добро, любовь. Поэтому могу сказать, что стало родным и близким это место. Так как здесь помогают людям начать жить, можно сказать, заново.
Если честно, планов сейчас не строю. Нас так чуть-чуть здесь уже учат тому, что надо эгоистично относиться, не в плане вообще к людям, а к чему-то. Вот. Я сейчас эгоистично отношусь к своей зависимости, да, ко всему тому, что у меня сейчас на первом месте это избавиться от зависимости. Это мое первое. Научиться жить трезво. Вот моя цель. И больше я, честно, ничего не могу сказать, что будет дальше. Потому что в нетрезвой жизни я знаю, что будет. А что будет в трезвой жизни, я не знаю. Поэтому моя основная задача сейчас это именно научиться жить трезво, без употребления. Потому что я другой жизни не знаю. У меня был опыт в жизни, я как-то в своем употреблении уже... я уезжал просто в монастырь, без всякой программы. То есть я чувствовал, что такое, и прочувствовал на себе, когда ты находишься в таком ужасном состоянии употребления. То есть, уже Божью благодать, которая помогает и дает светлый путь такой в жизни. Все начинает меняться. Но как только я шагнул назад, я опять понял, что такого не получится. Быть с Богом и быть в зависимости. Поэтому я почему... родные бились ко мне долго, как помочь, что мы можем для тебя сделать. Я как-то давно сказал, что если я поеду, то поеду только в православную реабилитацию, чтобы та вера, которая есть, живет во мне Богу, чтобы я мог утверждаться и просить. Потому что есть результат всегда. И приехав сюда, я ни капельки не разочаровался в том плане, что общение с людьми, которые уже, будучи выздоровели, которые приезжают сюда навещать, у всех все хорошо в жизни. С верой в Бога у всех все получается, жизнь меняется. Поэтому я не разочарован, что приехал именно сюда, поэтому и выбирал. То есть цель не была там именно выбрать какое-то особое место. Я отталкивался подальше от дома, чтобы был выезд отсюда. То есть так изначально и планировалось. И, соответственно, православный приход, чтобы был. Готовится генеральная исповедь, тоже это, в принципе, там ребята еще накануне уже начинают исповедоваться. Но мы вставили в свою программу, что, по крайней мере, что вот на этом этапе нужно точно прийти к тому, что нужно генерально поисповедоваться. А как правило, чисто практически это уже наступает гораздо раньше. Здесь мы не форсируем. То есть здесь уже видим, как человек созрел, может быть, поисповедоваться серьезно, то, конечно, это можно осуществить и раньше. Потому что генеральная исповедь тоже очень нужна. А такое ключевое задание – это выставление границ. То есть это в многих методологиях тоже практикуется. То человек внимательно изучает свои проблемные какие-то темы, которые лучше здесь их продумать, и на будущее, чтобы, когда это возникает какая-то проблема, чтобы ее уже продумать, как ты будешь с нее выходить. Или просто куда-то не ходить. Границы подразумевают некая такая охранная такая составляющая. Человек это помогает по выезде домой, уже помогает иметь какую-то концепцию, где я буду, где я не буду, что мне полезно, что мне не полезно. В случае искушения, что я буду делать. Допустим, у нас один парень говорит, еду по экскаватору, вижу, и едет навстречу, я уже терминологии такой обывательской, это внутренняя наркоманская, едет барыга. И он, на самом деле, сложно. То есть он когда сразу ассоциации, всякие мимики, подожди меня, ему надо здесь уже подумать, эти встречи, как ты будешь их обыгрывать. Кто-то не справляется. Я знаю, один парень, такой пример был, тоже поехал домой, вынужденно надо было ему выехать, он немножко пораньше поехал, но тоже мы его готовили. И вероятность встречи с бывшими своими соупотребителями очень велика была. И когда это произошло, в магазина, он прямо буквально его зовут, Коля, иди к нам, он так, вроде как так дурачком немножко прикинулся, зашел за угол и побежал. И он избежал от этого искушения, серьезно, но он здесь уже это продумал. Если бы он накануне это
наверное, не сделал, то кто там знает, как он поступил. Позвонишь родным только, вот звоню, больше никому не звоню, даже не хочу. Правильно. Потому что отвлекает все, лишняя информация. Это... Тут за себя сейчас не знаешь, как, что будет дальше в жизни. А там, думать еще о каких-то проблемах мирских вообще не хочется. Здесь просто эта подпитка, вот, ну, храм, молитвы, утренние, вечерние, они дают такое, знаешь, душевное благополучие. Ну, везде. заполняет вакуум, Да, наверное. да. Всю пустоту эту как-то. А когда усталость, какие-то там расстройства, может быть, ну, всякое же, мы люди нездоровые, начинает сразу мысли дурные лезть. Что я здесь делаю, поехать домой и так далее. Поэтому стараемся как-то отбрасывать. Ну и коллектив, конечно, дружно, братство все-таки, это сила. Друг другу как-то помогаем, поддерживаем. Без этого. Но действительно чувствуется у вас как семья. Да. Ну это и есть То есть братство. Не просто там собрались, а вот так вот поддержка вот эта вот. Да, люди меняются, знаешь, учишься наблюдать, как человек вот за короткое время становится человеком, действительно, обретает какое-то истинное лицо, что ли, можно так сказать. Ну, Конечно. Отец Силуан говорил, что прям лица меняются, люди меняются, становятся людьми. Я сам чувствую по себе и как вот внутреннее состояние. Я когда сюда приехал и сейчас, за короткое время, разница очень большая, велика прям. Поэтому, да и вот на ребят смотришь, которые приезжают. Месяц буквально уже человек меняется, и улыбка, и глаза светятся. То есть все это чувствуется. Ну и не то, что и видно это, и все это чувствуют. И поэтому здесь царит такая обстановка, то что все понимают, что происходит. Вот такие у нас 3 этапа, которые вот ребята проходят. И, ну, в общем-то, мы здесь никого не удерживаем насильно. Стараемся им дать понять, что они люди, действительно люди из большой буквы, они личности, они уникальные, как бы они призваны Богом тоже быть с Ним. Вот у Бога о каждом из нас и их есть задумка, и просто надо это увидеть и начинать реализовывать. Вот. Но главное условие, конечно, выздоровления, это, конечно, жизнь с Богом, жизнь в покаянии, потому что жизнь с Богом, конечно, это жить в покаянии, потому что по-другому никак, наверное, не получается. Вот. Ну и ребята вот эту тему осваивают. Я поначалу сомневался, что я как-то, знаешь, на эту программу, оно и такое состояние было, и раздражало все, и не хотелось даже, ну, думать, да что там, что вы мне рассказываете, я же самый умный, я это все знаю. А на самом деле потом, когда начали ребята приезжать, которые выздоравливали здесь, и 20 лет назад, и 10, и 5, и 4, и по общению с ними ты понимаешь, что все это работает, и все действительно помогает. Вот парень один приезжал, он 22 года назад выздоравливал, представляешь, 22 года. Это когда здесь все начиналось. Только начиналось. Вот они жили только здесь, отец Силуан, отец Амросий И Мефодий. и Мефодий. И он с ними был. Спали, говорит, на печках в одном доме. Там. Ну, то есть настолько это так пробирает все. И вот человек приезжает каждый год сюда. Добился многого, он какой-то кандидат наук. Докторскую же защитил. Да. И рассказывает, я приехал такой же. Был зависимый человек. Ну вот это вдохновляет, конечно. Это очень сильно подпитывает. И ребята даже, которые вот, ну там 7 лет, 5 назад, у всех все отлично, у всех семьи, у всех все нормально. Единственное, что подпитывать надо постоянно жить вот как здесь нас учат, и все будет нормально. Ну и часто у нас, конечно, что больше, мы, конечно, поддерживаем контакт с теми, кто у нас проходил реабилитацию. К нам приезжают уже в гости, там, семьями, там уже такие счастливые, здоровые, церковные. Ну, какой-то костяк у нас, ядро, оно сформировалось так уже за многие годы нашей такой работы. Вы сказали, что есть музыкальная группа. Кто из ребят вот может играть, я привлекаю, как бы там. Хорошо, если он уже умеет хорошо играть, если не умеет, там подучивается так. Ну и для нас это какая-то форма общения уже появляется. И ну, вот на данный момент у нас, в общем-то, хороший, мне кажется, сейчас коллектив. Там такой, мы сейчас так стараемся профессионально играть.
Вот, но все равно ты, конечно, только уровень такой. Так, Павел, там нам как лучше сыграть? Там, ну, мы подговорили это так, мы еще начинаем. Готовы? В раю солнце мое, взгляни на меня, моя